Эй, народ, вы еще там не заскучали? Я вас решила немного взбодрить своим присутствием на канале. Итак, всем привет, это канал IT Вердикт, и сегодня вместо Оскара буду я. Хочу продолжить уже любимую мной тему портативных беспроводных колонок. И сегодня у меня два экземпляра акустических аксессуаров фирмы Harper. Итак, поехали! Перед вами мощная и агрессивная Harper PS043. Солидность так и прет. Устройство внешне чем-то напомнило мне магазин от автомата Калашникова. Издалека колонка очень громоздко выглядит, но на самом же деле она очень эргономична и спокойно помещается в руку. Устройство всем своим видом говорит о том, что предназначено оно в основном для использования на улице. Например, вы можете взять ее с собой на речку, не боясь запачкать или исцарапать. Благодаря резиновому покрытию колонка не будет скользить по поверхности, а ее черный цвет скрывает все загрязнения. Также у колонки есть карабин, с помощью которого ее можно таскать с собой, прицепив на рюкзак. Учитывая то, в каких тяжелых условиях будет работать устройство, изготовитель о нем побеспокоился. И поэтому колонка имеет степень защиты корпуса IPX4, защиту от водяных брызг с любого направления. Но помните, такая степень защиты не подразумевает того, что колонка будет рядом с вами плавать и вам петь. Устройство на рынке есть только в черном цвете, и это хорошо. Представьте ее в поросячьем розовом, это как на Сталлоне юбку надеть. Теперь об управлении. Сверху у колонки находятся кнопки, по стандарту. Включить или выключить устройство, прибавить-убавить звук и пауза play. Кнопка включения также переключает устройство на режим радио, а кнопка паузы принимает звонки. Также кнопками плюс и минус можно переключать треки. Рядом с кнопками порты, закрытые резинкой для влагонепроницаемости. Помимо разъема для карты памяти есть разъем для AUX, здесь же находится порт зарядки. Колонка поддерживает microSD карты до 32 гигабайт и форматы музыки MP3 и VMA. Из больших плюсов. Первое. У колонки есть микрофон, что позволяет отвечать на входящие вызовы. Второе. У колонки есть встроенное радио. Ну и третье. Ее звук. Колонка звучит очень громко, но на самой максимальной громкости немного есть перегруз. Что совсем незаметно, потому что до максимальной громкости не добраться, начинают лопаться барабанные перепонки в ушах. В целом по частотам звучит неплохо, басы присутствуют. Разве что середина лишь немного проседает. Самое главное, не дребезжит на высокой громкости даже с учетом пластмассового корпуса. Характеристики устройства. Частотный диапазон 18 Гц-18 кГц, чувствительность 80 дБ, максимальная выходная мощность 3 на 2 Вт, емкость аккумулятора 1200 мАч, время работы до 5 часов. Сопряжение с плеерами, смартфонами, планшетами и другими цифровыми устройствами производится за счет канала Bluetooth. Вот мы и добрались до минусов. Производитель уверяет, эффективный радиус работы колонки до 10 метров от источника сигнала. Я с колонкой не могла отойти на 2 метра, как она уже начинала терять сигналы и захлебываться. Так что да, это не глобальный минус, конечно, но у меня ощущение, что меня где-то наедет. Однако это все зависит и от телефона, потому что колонка с некоторыми моделями работала и на 9, и на 10 метрах. Сопряжение после включения колонки происходит буквально за 1-2 секунды. И очень удобно то, что на телефоне показывается заряд устройства. Да, интересная вещица, но вторая колонка меня заинтересовала не меньше. Это Harper PSPB200. По габаритам она меньше, чем предыдущая PS043. По размеру похожа на смартфон, который ел после 6. На рынке она есть в черном, белом и синем цветах. У этого устройства кнопок уже меньше. 2 для переключения треков и изменения громкости, и 1 центральная для включения и выключения. Последняя также отвечает за принятие входящих звонков. Устройство поддерживает microSD карты до 32 гигабайт и форматы музыки MP3 и VMA. Однако тут уже нет AUX, и по проводу музыку не подключишь. Зато есть USB-порт. Сразу пройдемся по характеристикам. Частотный диапазон 18 Гц-18 кГц, чувствительность 38 дБ, максимальная выходная мощность 5 на 2 Вт. Емкость аккумулятора 2500 мАч. Благодаря такой емкости аккумулятора колонка может петь для вас до 12 часов при среднем уровне громкости и 8 часов при максимальной мощности. Проверено, это действительно так. И самое главное, что покорило мое сердце.
Дело в том, что помимо более высокого времени работы, колонка еще может выступать в качестве пауэрбанка и заряжать ваш смартфон через тот самый USB-порт на боковой панели. До чего техника дошла. Устройство также имеет микрофон, и по ней можно говорить. Радио нет, что не очень критично. Звучит колонка чуть тише предыдущей, но тоже достаточно громко. Соседи сверху рэпчик точно заценят. На самой максимальной громкости совсем чуть-чуть больше перегруза, чем у предыдущей, а по частотам все вполне ровно. И да, у этой колонки максимальное расстояние, при которой она не теряла связь, было 2-3 метра. И это при том, что тесты проводились с 3 разными телефонами. Ну и прежде чем перейти к выводам, покажу вам тесты громкости. Вывод прост. За такие цены я бы купила сразу две. Первую за ее самцовый вид и за ее крутое громкое звучание. А второе за то, что она еще и пауэрбанк. Господи! Первая больше для активного отдыха, а вторая для домашней спокойной посиделки. Однако все же не забывайте, что возможны проблемы с дальностью сигнала на некоторых телефонах. Это был очень насыщенный для меня выпуск. Поддержите, пожалуйста, меня лайком. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и пишите в комментариях, если вы сталкивались с этими устройствами. Мне очень будет интересно почитать ваше мнение. И увидимся с вами в новых выпусках. С вами была Катя. Удачи!